100 фактов про ромашку. Имя Роман Фильченко. Родился 17 апреля 1998 года в городе Барнаул. Есть сестра по имени Алена Фильченкова, у которой тоже есть свой канал. Когда Роме купили комп, он целыми днями играл только в доту или Counter-Strike. В малом возрасте Рома хотел стать полицейским. Рома боится пауков, но очень сильно обожает яблочный фреш. Рост 186 см. С 1 по 9 класс Рома ходил в гимназию 123. С 2010 года в Роме выявилась болезнь патическая крапивница, и в которой выявилась аллергия на молочную кислоту. Из-за аллергии Рому не взяли в армию. С 2015 года Рома съехал от родителей. Рома никогда не пробовал алкоголь или сигареты. 1 апреля Лолошка нашел канал по Майнкрафту с пару подписчиками, почти доходил до 100. Рома решил ему написать, чтобы пообщаться, он согласился. Через скайп решили, что почему бы не снять видео приключения Skyblock карта в Майнкрафте, после чего видео все и удалил. 20 мая 2012 года Рома решил создать свой канал под названием Salamander XXL, а основной канал мистера Лолошка был создан 2012 года 28 мая. На следующий день выпустил первое видео в обзоре модов. 2012 года 30 сентября Рома решил создать свой канал под названием Лолошка Юс. На этом канале снимают очень редко некоторые блоги или игры. Родители Ромы на то, что у него есть свой канал на ютубе, отреагировали положительно. У Ромы немного плохая память, настолько плохая, что как-то раз забыл, сколько ему лет. И как-то Рома забыл про свой канал Salamander XXL, что больше нету доступа. Вначале все думали, что Лолошка это девушка из-за голоса. И самое популярное видео на канале это обзор модов Дети Майнкрафта. Лолошка первый раз решил снять свой подкаст, чтобы все узнали, что он мальчик. Лолошка даже не знал, что на ютубе можно зарабатывать. Негатив 312 рассказал Лолошке, есть ли у него партнерка, и после чего все ему рассказал. Самый первый подписчик канала Лолошки это Арума Рука, который смотрит его и по сей день, даже помогает с контентом. Прохождение, когда нужно было сделать перемотку, Лолошка пел песенку. И самый первый, кто снялся на канале Лолошка, это Денис. Лолошку обвиняли в раскрутке подписчиков, и из-за этого у него осталась депрессия. Рома в 2014 году решил сделать сходку в Барнауле, где снял весь боулинг-клуб, и это была последняя сходка. Лолошка как-то раз решил позвать Валеру, но вы его знаете как мистера Челленджа, но тот отказался из-за того, что не было интересно, и у Лолошки на тот времени было очень мало подписчиков. Но через год, посмотрел, что на канале 100 тысяч подписчиков, решил попробовать сняться в роликах. Мистер Челлендж начал сниматься с Лолошкой в зимних прохождениях, но на данный момент снимается очень редко. И в своих приключениях в невероятных испытаниях Лолошку хотел убить скелет, и под стрелу попала курица, и ее подвиг очень тронул его. Вау! Что? Как? Как он это сделал? Он этого не... Лолошка никогда не убивает куриц, и когда курицу хотят убить, он не разрешает. Не бей курятинов, никогда в жизни, даже не смей думать об этом, понял? Рому 5 лет начал играть в игру King and Merchants Война и мир, которая настолько понравилась, что играет по сей день. Когда Лолошка приветствовался сам, потом неожиданно к нему присоединился ребята из угла, которых он и звал. У Лолошки появился брат Ивангай. Когда у Лолошки на канале стало 1 миллион подписчиков, Ивангай рисовал мультик, и если посмотреть, можно увидеть его канал. Рома и Иван впервые встретились на Игромире. Здравствуйте. Брат, мы так долго не виделись. Frostball помог Лолошке запустить свой сервис StreamCraft. В сборке «Магические приключения» Лолошка впервые позвал Frostball, и в рандомные приключения последний появился Frostball. Мы все молодцы и та-да-да-дам-да-дам. Родители поддерживают Рому во всем, кроме Ютуба.
Когда Рома и Джонни не знали друг друга, FlagGK рекламировал свой канал на канале Лолошки, и Рома его забанил. Джон не понял и решил сам написать в личку YouTube для Лолошки. А после написал Рейд Коли, Рома написал, что помнит Джонни, а после FlagGK стал его админом Рейд Коли. FlagGK первый раз появился в сумеречном RPG-шных похождениях. Все превью FlagGK, где он в обнимку с Лолошкой, или же где они очень близко друг к другу, очень бесит FlagGK, и Лолошке это очень сильно нравится, что он продолжает их ставить. Лолошка, FlagGK, Дилерон и Драгунов создали команду Линсглей, но спустя пару видео команда распалась. Лолошка никогда не чистит свой инвентарь, из-за чего он всегда заполнен. Самые верные питомцы в Майнкрафте это Персик и Кексик. Все превью Лолошка делает через Premiere Pro. Но на канале все превью именно арты, которые рисовали для Лолошки подписчики. До теперь Лолошку любят рисовать в образе девушки, но они не против. В стиле горничной, знаешь. Говорить вот таким голосом. Сэмпай, спасибо вам за вашу доброту. В 2015 года Рома уехал в Японию на месяц. Рома изучал язык вместе с Ивангаем. В 2016 года Рома решил стримить каждую субботу. Самый популярный, ну и единственный клип Лолошки «Последний богатырь». Рома фанат Винкс. Зрение у Ромы минус 2,5. Роме была операция на аппендицит. Когда что-то неожиданно случается у Лолошки, он говорит «What the fuck is going on? Самые любимые игроки, кроме Майна, это Thayscapis и Спор. Спора у него традиция играть через 2 года, и это уже 5-й раз, как он проходит. Он еще и фанат игры «Бесконечное лето». И от тех же разработчиков вышла игра «Любовь и деньги рок-н-ролл», которая Роме очень сильно понравилась. Рома очень сильно хочет вернуться в Японию. В 2018 года Рома покрасился. Лолошка за все время не завершил свои приключения за сезон Куб-Куби, райские похождения и летние приключения. Лолошка с FlagGK любили рассказывать анекдоты в каждом своем видео. Чувак, я вообще хожу, тут ни одного алмаза до сих пор не попалось. Это шок какой-то. Знаешь почему? Почему? Потому что ты сам алмаз. Как это мило. Такой же тупой не пробивал. А? Козел. Рома очень сильно любит подшучивать про гейские шутки, но FlagGK это просто ненавидел. Оказывается, Лолошка натурал. Но любит читать фанфики. Все думали, что Рома и Оляша встречались, но они просто были очень близкими друзьями. Самый лучший друг Ромы это Дима. Когда Рома заболел, он не мог смонтировать видео. Дима решил ему помочь и сам смонтировал. Роме настолько понравился монтаж, что Дима начал делать на постоянке монтажером. Как-то на стриме у Ложки была курица Алина, которую он убил при всех зрителях, и после очень винил себя за это и извинился перед курицей. 2020 года стримить каждую субботу Ложка перестал из-за выгорания и будет стримить, когда ему захочется. Ложку щиперили с Оляшей, Катей, Сашей, FlagGK и Хесусом. Ложка и FlagGK на данный момент не будут снимать совместные ролики из-за того, что FlagGK не понравилась Лолошкина аудитория и хочется отдохнуть. 13 интро было на канале Лолошки, а сборок 28. Сборок именно сюжета на данный момент 5. А также про скины не забываем. А самый первый это в первых видео. Вот такой классический в те года. После суммы РПшных прохождений поменялся на такой с очками. И на другой сборке истоки появился еще более проработанный и новый скин. А на голос времени тоже было изменение скина, но на данный момент последнее. Это вот такой молодой, который даже сам Лолошка не знал. Лолошка был не против, если бы по его приключениям сделали комикс. И да, он есть. Лолошка перед началом прохождения начинает делать предысторию. Все свои сезоны Лолошка сам озвучивает всех персонажей. И даже думал, чтобы нанять кого-то на озвучку, но из-за этого будет очень долго выходить видео. Лолошка взял мистера Челленджа работать монтажером. Одна серия 20 или 30 минут может весить 50 гигабайт. Когда Лолошка говорит сценаристы, он имеет всю его команду, а не просто сценаристов. Все сезоны сюжета можно посмотреть в любой части. В скором времени FlexPlay будет снимать чаще, чем Лолошка на своем канале. Но вместе с Артуром Рома в реальности тоже частенько встречается. Рома первый, кто купил PH в России. У Лолошки есть свой мерч, над которым он тщательно следит и в нем путешествует. Мерч и правда очень классный. В мире бывает, что можешь встретить своего близнеца, ну чтоб так. За все время на канале Лолошки побывало 40 человек. И сейчас на канале Лолошки 10 миллионов подписчиков, с чем я очень сильно поздравляю. Всех 11 лет ты смог достичь такой большой цели, и мы будем ждать еще много твоих достижений. И помните, дальше больше.